Всем привет, с вами Максим, и вы на канале PrintSight Типография изнутри. Сегодня третья заключительная часть трилогии UV планшетная печать, а именно технология UV DTF. Значит, что это такое, для чего она нужна? Если вдруг случилось так, что печать прямая UV на изделии невозможно, или, допустим, размер изделия большой, сама печать маленькая, или там несколько маленьких печатей в разных местах самого изделия и очень много пустого места, для экономии времени можно применить технологию UV DTF. Значит, что это такое? Это печать UV напрямую на клей. Потом с помощью этого клея будет изображение держаться на поверхности. Это что-то вроде вот, это мои заготовки с прошлых тиражей, вроде этого. Это такой лист, на котором есть клеевой слой, на него сразу печатается изображение, печатается белый, как вы видите на обратной стороне, достаточно толстым слоем, потом печатается изображение и сверху покрывается лаком. Я сейчас здесь размещу видео, которое я записал специально для вас, как переносится изображение потом и как выглядит на изделии. В данном случае это бутылка вот эта вот. Записал я видео, как я нанес изображение вот это, если вы замечаете, очень много мелких элементов. Очень хорошо, красиво смотрится, на матовой бутылке блестящая. Как я это сделал, вы увидите небольшой ролик, точнее вы уже видите небольшой ролик слева от меня. Что это в принципе такое UV DTF? Есть принтеры, которые печатают технологии этой на листах планшетные. Есть также рулонные принтеры, которые делают такие же наклейки точно, как и планшетные. Но для больших тиражей сделали специально рулон. Если вам надо их там миллион, и в принципе это интереснее, чем печать шелкотрафаретом, шелкографией, для этого есть эти принтеры. Печать должна происходить или специальными чернилами UV DTF, либо хард чернилами UV. Это важно, софт чернила UV держаться не будут, можете даже не пробовать. Как это все происходит? Есть вот такие вот листы, они могут быть с белой защитной подложкой, которая защищает клей, либо с прозрачной, неважно, они бывают А4 формата, А3 формата. Производятся в основном китайцами. Свои я заказываю на Алиэкспрессе. Вот так вот снимается с них белая защитная подложка. Ложится клеем вверх. Вот такая вот пленочка. С одной стороны клей, другой кладется на стол. И печатается по ней. Для переноса вам также нужен будет ламинатор. Либо вот такой большой рулонный ламинатор, либо маленький ламинатор для листовой, цифровой, либо офсетной печати. На вот такой вот лист уже пропечатанный нужно нанести пленку для переноса. В моем случае у меня есть две пленки для переноса. Это пленка для переноса с использованием температуры и пленка для переноса без использования температуры. Вот эта пленка, говорю сразу, мне не очень нравится, как она себя ведет. С мелкими элементами работать тяжелее. Вот такая вот пленка намного интересней. Она более эластичная, мягкая, и изображение к ней прилипает путем того, что у этой пленки достаточно большая вязкость, и под нажатием изображение буквально впечатывается в нее, и это легко сделать перенос без лишних моментов. У этой же пленки она больше похожа на обычный ламинат для цифровой либо офсетной печати, работает только с температурой. Мелкие элементы переносятся намного сложнее. Значит, напечатали вы на планшетном принтере такой вот лист, положили, пропустили его через ламинатор, нанесли пленку для переноса, порезали на маленькие сегменты. Я думаю, сейчас в интернете, в ютубе очень много китайских видео, как это делается. Порезали, потом аккуратно сняли пленку, на которой был клей. У вас осталась пленка перенос, на которую уже впечаталось изображение. Вы потом приложили на любую поверхность, почти на любую поверхность, хорошо провели рукой. На видео вы видели, как я это делал с бутылкой. Изображение прилипло, сняли,
Значит, что я могу делать с такой технологией? Это вот единичные, допустим, пакеты. Если нужно клиенту, допустим, 10 на подарки каким-то своим кому-то там, или там много пакетов с разными изображениями, технологии лучше этой вы не найдете. Также там бутылки для воды, свечку делал я точно такой же технологией, кружка. Кстати, хочу заметить, многие писали, что эта технология не подходит для, там, допустим, чашек. Если наливаешь горячий чай, оно отлетает, или в посудомоечной машине оно отлетает. Говорю сразу, не отлетает. Если вы не сэкономили, купили хорошую пленку, держаться оно будет вполне хорошо. Эта кружка пережила уже более сотни моек в посудомоечной машине, ничего не отлетело, ничего не стало более там бледным. Как было изображение качественным, так оно и осталось. Технология, в принципе, сама по себе не такая уже новая, но китайцы, когда ее сделали, эта технология не набрала своей популярности, не нашла свое применение. Сейчас это очень хорошо. Если вам надо, допустим, забрендировать, не знаю, там, 1000 пауэрбанков, нанести логотип клиента, пауэрбанки, как вы сами себе представляете, это по сути размер телефона, может быть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но не суть важно. Нанести логотип на 1000 пауэрбанков. Если вы будете печатать на столе, во-первых, вам надо идеально ровно выставить все пауэрбанки, которые влазят на стол. Если у вас маленький принтер по типу моего, а второго формата, у вас там будет влазить 15 пауэрбанков, к примеру. Это будет очень долго, вы будете тратить там примерно 10 минут на печать 15 пауэрбанков, плюс 10 минут на то, чтобы снять напечатанные, поставить новые. Итого 20 минут на 15 пауэрбанков вам заменит, грубо говоря, на один такой лист у вас влезет там 40-50 наклеек. По качеству они будут такие же, как прямая печать, по тому, как они будут держаться, будет все то же самое, без изменений. Но только у вас это займет печати 20 минут, грубо говоря, там 30 минут на большой тираж. Плюс какое-то там полчаса на поклейку, на брендирование самих пауэрбанков, и вы получаете тираж. Это намного быстрее, чем прямая печать. Наверное, на этом все, что я хотел сказать про эту технологию. Кстати, да, не забывайте, не экономьте, кладите лак. В своем случае я кладу еще его глянцевым. Это делает продукцию более интересной, более продажеспособной. Без лака эта технология работать будет, но качество переноса пострадает точно. Эта печать с хард-чернилами любит во время переноса трескаться, надо делать это очень аккуратно. И лак дает ту самую эластичность, которая не позволяет наклейке треснуть. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не забывайте писать комментарии с пожеланиями, что вы хотите видеть в новых сериях, с комментариями либо вопросами по поводу конкретно этой темы. Мне очень приятно, я всегда отвечаю на комментарии, всегда их читаю. И до новых встреч, всем пока!